Всем привет! Мы ехали, до места не доехали. Коля встретил здесь какую-то интересную перспективную яму. Там он вытаскивает какую-то плотву. Также встретил местного интересного жителя, который нам рассказал про историю всех этих прудов. Как он работал охранником на этом пруде, как тут зимой все порастает льдом. Вот. Я пока аппарат не расчехлял. Какие-то малоинтересные места пока для меня. Посмотрим, что будет дальше. Приходил интересный дядька Сергей, пастух. Вон там его стадо пасется, и он сидит под деревом. Руки у него нет, и типа как у пирата крюк на правой руке. Ну не крюк, какая-то штуковина. Вот. Говорит, рыбы здесь в озере ни хрена нет. Ну, насчет поймать вот так прийти, потому что стоят сети. Чье-то это частное заведение. Народу много приезжает вообще рыбачить сюда? Может, ты хоть одного увидишь? Ну я его там на той стороне кого-то видел. И все. Когда на рыбу ловилась, здесь людей было, я говорю, пятница вечер начинаются ребята. Суббота, воскресенье, здесь берега, и палатки, и все стояло. Ну, а тут карачи. А, в смысле вы хотели из этого из сброса наловить? Думаю, до осени сейчас мы их откормим, а осенью выловим. И как дальше дело развивалось? Вода пошла, и они ушли обратно в ямку. Так. Уникальная рыбалка. Мы сегодня поехали куда-то на рыбалку. Замечательное место с замечательным названием. На речку Кривуля. Все правильно говорю? Нет, мы ехали-то на речку Кривуля, а это станица Мартанская сейчас появится за окном. Но местный дяденька нам сказал, что это он не знает ни про какую Кривулю, а здесь речка Марта и какая-то верхняя или малая Марта. А этого он не слышал. А в карте написано Кривуля. Поэтому несоответствия какие-то. Вот, ну надеюсь, вы заценили уже название места под названием Кривуля. Оно просто поманило нас, сказала, прям с карты сказала нам, что надо срочно туда ехать, надо увидеть, что это такое. Вот мы надеемся, что мы доедем до этого места и покажем его вам. В Вире мы жили, есть такое место Вир, поселок за Майкопом. Мы когда мелкие были, туда ходили ловить окуней. Купаться и ловить окуней. А потом местный же чувак там появился, который взял это в аренду, огородил забором, и там как-то стала вот база ловли рыбы за деньги. И все, и туда уже так не пойдешь. А куда тебе идти, если ты в этом поселке живешь? Некуда. Я думаю, что у этой дороги гравийная основа, и ничего плохого с нами не случится, если мы поедем. Как, Николай Сергеевич, оцениваете это место? Место есть, вода есть. Может даже какую-то рыбу мы поймаем. Здесь земля-то не сказать, чтобы и мокрая, Денис.
Начнем, пожалуй, с оранжевой лярвы, с джига. Может быть, там есть какой-то окунь, которому это понравится. Если будет много зацепов, я тогда, наверное, возьму табуретку, возьму с собой червячков, буду сидеть и ловить какую-нибудь плотву. Такое настроение хорошее. Денис там пусть копает, а я буду отдыхать. Ну что ж, первая находка на сегодняшний день — это вот такой огромный болт. Огромный гнутый болт. Видимо, остался от какой-то сельхозтехники. Но, скорее всего, он втыкался и держал какую-нибудь подводу или не знаю, как это назвать. В общем, что-то тащил за собой. Веду свои поиски рядом с полем, в лесополосе. Место такое живописное, здесь такие старые дубы стоят. По находкам не густо, там есть остатки колючей проволоки, гвозди. Всякая такая железная ржавая ерунда. Видимо, здесь в свое время любили отдыхать механизаторы. Наверное, загоняли сюда технику и здесь ее чинили. Потому что прет крупное железо, примерно вот такое, как вот это. Вот. Как рассказал нам дяденька Пастух, это озеро тоже было в аренде. Но потом хозяева аренду не продлили, и сейчас тут можно ловить смело. А вот там, кстати, где дамба, мужики что-то сидят ловят. Может быть, стоит сходить туда. На улице жара, солнце. День чудесный. И нет привычных для меня мест по работе спиннингом. Поэтому мой маленький спиннинг превратился в донку сейчас. Я туда зафигачил червячков, грузик. И стоит у меня, работает на поклевку, на донышке. А я сижу в тенечке, и это прекрасно. А Денис там, наверное, упорно работает лопатой. И ему очень жарко. Ждем поклевки от большой рыбы. Я надеюсь, она придет. Какая-то рыба в центре озера плескается. Я не знаю, будет ли вам видно, но надо мной летают какие-то не то соколы, не то ястреба. В общем, какая-то пара, и она кричит. Я так думаю, вам должно быть слышно. Здесь надо мной растет дикая яблоня, такие мелкие яблочки. И вот почему-то под этой мелкой яблоней я нашел кусок плуга. Видимо, здесь он крепился. А вот эта острая часть, она прям блестит, она заточена как нож. Конечно, хлеб ей не порежешь, но она довольно острая и, на удивление, не ржавая. Да, в бетонном колодце рыбалка была динамичнее, чем здесь. Какие-то шпроты клюют, которые даже не могут на крючок насадиться. Ну что это такое? Хотя несколько рыб таких хорошего размера всплывали на поверхность. Вот так будет. И дальше пошли отдыхать вниз. Не клюет даже мелочь почему-то. 4:30. Может, вечерком сейчас начнется. Может, там хоть Дениска чего-то нашел на поле интересного. Фу. Иногда бывают находки как находки. Вот, а иногда перекопаешь половину поля. И только по одной причине. Потому что в этом поле есть вот такая маленькая шайба. Ржавая мелкая зараза. Сигнал убегает куда-то туда, в сторону. И ты постоянно роешь то глубже, то в бок, то глубже, то в бок. Постоянно проверяешь, яма растет, а ничего нет. В итоге находишь вот такую маленькую письку. Вот и первая рыба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Ну, каково вам? Сидел долго. Вот такая она там и клевала все это время. О, вот такого размера. Я искал в посадке, я искал на поле под небольшой дикой яблоней. Вот сейчас вышел вот в такое поле. Трава здесь очень высокая. Естественно, копать здесь, ну и искать
очень сложно. И, в общем, день большого железа продолжается. Ну, видимо, это было какое-то круглое крепление, которое вот здесь обломилось и осталось здесь лежать. Все, продолжаем дальше. Молодежь купается. Вот как-то с возрастом брезгливость появляется ко всему, да? Раньше молодые были, тоже летом бы залезли в это озеро обязательно, а сейчас на воду смотришь, мутно, ил, не хочется, как-то влом. У молодежи все нормально. Так, вот он, мощный эксперимент. Я никогда не ловил на мясо мидии, честное пионерское слово. Не знаю, что там, кто может на него клюнуть. Окунь, кто еще на мясо? Щуки тут сказали вроде как нету. Прямо из-под ног выскочила перепелка, и вот она вон там в траве сейчас ходит, издает какие-то звуки. Сейчас, если я близко подойду, она, наверное, взлетит опять. Вот. В общем, если был бы я охотник, сердце бы мое дрогнуло. А так как я природу люблю и птичек не трогаю, оставляю ее и идем дальше. Тут неподалеку были заброшенные сады. Перешел сюда, продолжил поиск. Ну и как поиск вот без этой находки? Как поиск без большой ржавой гайки? Еще ни разу не было так, чтобы куда-нибудь не приехать и не найти большую ржавую гайку. Мне, кстати, интересен был один факт. Мидии едят морских, да, которые в соленой воде выращены, выросли. Речных, озерных мидий едят. На Кубани их много во всяких степных водоемах, в реках. Или их не трогают, потому что они именно в пресной воде выросли, и там может быть куча паразитов. Вот почему так, интересно. Я для себя так это не выяснил еще, кто знает правильный ответ. В общем, с появлением мидии на крючке клев прекратился благополучно. Я отдохнул, посидел, расслабился. Теперь можно опять менять наживку и продолжать искать здесь рыбу. Но рыба есть, видно, она вон там ближе к середине всплывает немного. Немного всплывает. Сейчас поставлю больше джиговый груз и попытаюсь побросать ближе к серединке куда-нибудь. Бродил я по этому заброшенному саду. Вот, и набрел на второй в своей жизни муравейник. И это просто чудо. Если вы городской житель, и вот находите такой муравейник, это прям какая-то картинка из в мире животных. Клево. И самое интересное то, что он всегда поросший такой травой вокруг. Так трава растет, прикрывает его. И в середине такая лысина. Такое волнение у меня бывает. Без. Ой, как я буду сейчас свечку. Смотри, какая рыба! Эх! Больше, чем поплавок, интересно. Промышленная заготовка хамсы. Ну, пожалуйста. Вот, и дяденька там сказал, что ну мужики ловят, типа, но надо приходить кормить. Закормить хорошенько. Вот, супер находка для Николая Сергеевича. Нашел старое свинцовое грузило. А это, видимо, заржавевшая кормушка. Очередное живописное место. Вот такая прекрасная ива надо мной. И в корнях этой ивы нашел вот такую кружку. Тут есть клеймо, какие-то номера. Видимо, здесь должна была быть цена. Сейчас, что из этого серийный номер, что из этого цена, непонятно. В общем, клеймо тоже какое-то невнятное. То ли буква Z большая, то ли это 3 в круге. Жаль, конечно, что и ржавая такая, и гнутая. Было бы прикольно найти целую. Пока попадаются только такие.
Николай Сергеевич? Это две селявки каких-то. Селявки? Таких маленькие такие. Ясно. А у вас? А у нас кусок плуга, куча проволоки, куча каких-то гвоздей, в общем, куча всякой ржавой жбоня. В ногу кто-то укусил, так и не понял, кто укусил, прям как укусил, так укусил. Вот. Шикарнейшие пруды есть рядом со станицей Мартанска. И вообще места. Пляж такой огромный, да, если бы вода была чистая. Да, если здесь коровы бы не паслись. Если вы коровы еще не паслись, да. А так места шикарные. Дорога сюда очень красивая. Между деревьев такой коридор из листьев. Причем, что самое интересное, на дороге новый асфальт, красота, едешь, как не в России. Заезжаешь в станицу, дырки, ямы, старый асфальт кусками валяется, разруха. Ну, в общем, там, где люди у нас живут, там хорошо должно быть. Не должно. Хорошо не должно быть. Вот так. О, хорошо. Слышите? Даже говорить не хочется. Слышите этот звук? Сначала казалось, что тут церковь какая-то старинная рядом. Потом нет, оказалось, это коровы ходят. Побывали мы вот в таком очередном красивом месте. Здесь замечательный пруд, в котором, видимо, купаются коровы. Нам самим хочется искупаться, но что-то после коров как-то лезть туда не хочется. По металлическим находкам сегодня, ну, в принципе, такой обычный день. Обычная копорская бытовуха. Самое главное, как всегда, нашел ржавую гайку. Это вот прям, это коронный номер найти ржавую гайку. Николай Сергеевич. У Николая Сергеевича тоже все хорошо, видите? Я поймал ловит три рыбы размером со шпроту. И это, собственно, все. На самом деле я люблю шпроты. устал, и плечо болит, и надо еще, короче, пойти, сесть в машину и спокойно ехать домой. Разговаривать не хочется. Вот. Всем хорошего всего. Хорошо сказал. Всем хорошего всего. А что, Пожалуйста. прям конкретно сказал. Не мелочился. Всем хорошего всего. Вот место здесь замечательно, когда устанешь, наступает прям умиротворение. Поэтому, как Николай Сергеевич сказал, всем хорошего всего. Вот это самый кайф, который сегодня был. Я когда на берегу сидел, я там поделился уже, сказал, как хорошо. Я сижу, смотрю, и так вот тишина и спокойствие, да. Да. Все, поехали. До встречи. До встречи.